Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и Англия увеличивает стоимость своих АЭС. Не успела ЕДФ сообщить о росте стоимости Sizewell C до 38 миллиардов фунтов, как появилась информация о задержке реализации проекта Hinkley Point C на 12 месяцев и более. К 2035 году цена составит 40 миллиардов фунтов стерлингов. Борис Леонидович, вопрос, как у них получается в 4-5 раз строить дороже, чем Росатом? Ну, давайте так. Я не думаю, что те числа и даты, которые мы видим, это последнее решение ЕДФ. Думаю, что еще подвижки будут. Если брать за основу то, что есть на день сегодняшний, Свайзвал 38 миллиардов фунтов, это 51,3 миллиарда долларов за два реактора ЭПР 1600, то есть за 3200 мегаватт мощности. Хинкли Point C 40 миллиардов фунтов стерлингов, 54 миллиарда долларов за те же 3,2 гигаватта. Если пересчитать стоимость мегаватта, то вот эти французские проекты в Англии получается 16 миллионов долларов США за 1 мегаватт на Свайзвеле, 16,8 миллиона долларов США за реакторы на Хинкли Point C. Ну, если сравнивать из наших ближайших, там уже не будем смотреть, что у нас в Китае получается, смотрим нашу атомную электростанцию в Турции. Если кто-то плохо расслышал, повторяю, нашу атомную электростанцию, принадлежащую государственной корпорации «Росатом» в Турции. 22 миллиарда долларов за 4 блока на базе реакторов ВВР-1200. В пересчете доллара за мегаватт 4,6. То есть 4,6 строительства в Турции, 16,8 французское строительство в Англии. Как этого можно добиться, сказать сложно. Я думаю, что мы еще и не то увидим, поэтому предлагаю сейчас совсем в бухгалтерию не пускаться. Наверное, вот стоит затронуть тему, как выглядят, так скажем, в общих чертах атомные отрасли во Франции и в Англии. Англия в свое время была законодателем МОД, вторая атомная электростанция на планете, сразу после нашей первой АЭС, это Англия с опережением своих заокеанских кузенов, оригинальный проект реактора с охлаждением на углекислом газе не на воде, не на каких-то металлах, а вот так. С той поры воды утекло много. При руководстве Тони Блэром Англии окончательно было признано, что все компетенции в строительстве реакторов утрачены. Это не я сказал, будучи кремлевским пропагандистом, как мне все время в нос тычет. Это выводы правительства мистера Блэра. Вот, пожалуйста, к нему обращайтесь, он вроде еще живой, жалуйтесь. При этом было понятно, что зависимость от ископаемого топлива, которое все больше приходилось импортировать, становится критической, и тогда было принято решение о возобновлении атомной программы Великобритании. Поскольку строек на тот момент, а это 15-16 год, было не сильно много, многие заинтересовались тем, что предлагают англичане, хотя предложение, самым ласковым назвать было нельзя. Британия не платит за строительство ни авансов, ни каких бы то ни было денег, но при подписании договора о строительстве дает обязательство по гарантированному объему выкупа по зафиксированной стоимости. То есть, да, вы вложитесь, но потом, по мере эксплуатации атомной электростанции, вам в обязательном порядке все ваши инвестиции вернутся. Было предложено несколько площадок, многие за них взялись, в том числе на тот момент как бы американская компания Westinghouse, которая принадлежала компании Toshiba. Westinghouse заявился на одну площадку, договор подписали. Toshiba заявилась отдельно, ей подписали. General Electric подписался, в общем, подписались все, в том числе и компания EDF. Результат известен, все ушли, кроме компании EDF.
которая уже вошла в строительство Hinkley Point C, и, кроме того, ей было обещано еще две площадки, предстояло провести переговоры, подписать контракты, но в это время случился некий коллапс во Франции в атомной отрасли. На момент подписания это была не компания EDF, это была компания Arewa, которая практически ушла в банкротство. Для того, чтобы ее спасти, были, так скажем, интервенции со стороны государства, удалось вытащить, договор передали компании EDF. Что такое компания EDF? Energie de France, или как-то так там ее по-французски называют. Появилась она на свет в 40-е годы волевым решением Шарля де Голля, который национализировал более 200 частных компаний, превратил в государственную EDF. Это по поводу торжества либеральной доктрины экономики, где надо торжество, а где не надо не очень торжество. В общем, это другое. EDF на день сегодняшний, на момент начала реорганизации компании Arewa, была владельцем и оператором всех атомных электростанций на территории Франции. Американской модели не просматривается. Государственный сектор экономики, частные компании здесь не ходят. И, кроме того, на балансе, и опять же под управлением компании EDF, еще и весьма-весьма значительное количество гидроэлектростанций. То есть то, что не связано с химической реакцией горения, это во Франции EDF. Кроме того, EDF является владельцем атомных электростанций на территории самой Англии. Причем самые новые, самые свежие принадлежат компании EDF. Больше того, известно, что работают два энергокабеля под дном Ла-Манша. Из Франции в Англию идет электроэнергия, которая вырабатывается на атомных электростанциях и на гидроэлектростанциях. Это тоже поставляет компания EDF. Компании EDF принадлежат действующие атомные энергоблоки на территории Британии, она получает деньги. Идет экспорт атомной и гидрогенерации в Англию, компания EDF получает деньги, при этом на то, чтобы профинансировать строительство, денег нет. Почему так? Потому что был кризис 2021 года. Многие любят повторять, что кризис случился после 22 февраля 2022 года. Это, конечно, с легкостью необычайной объясняет, почему в декабре 2021 года 1000 кубометров природного газа в Европе стоило $2000. Как раз потому, что 22 февраля начались известные события, поэтому в декабре цены были вот такие высокие, это абсолютно логично. Огромный, глубокий поклон всем тем, кто любит повторять европейскую пропаганду. Вы уж меня извините, пожалуйста, вы молодцы, вы умеете перепечатывать чужие тексты, не задумываясь вообще ни о чем. Поздравляю, молодцы. На тот момент нужно было что-то делать. Понятно, что такую стоимость выдержать было невозможно, несмотря на то, что в балансе генерации электрической энергии во Франции порядка 70% занимает атомная генерация, но оставшееся нужно было как-то делать что-то с потребителями. Потребителям такие цены, которые выросли бы на электроэнергию, могли просто не тянуть. Правительство месье Макрона принимает решение, что все будет компенсировано, в бюджете денег нет, поэтому выворачиваем кассу EDF и всю прибыль компании EDF отправляем на то, чтобы загасить, так скажем, финансовые последствия энергетического кризиса. Замечательно. EDF остается без денег. Это не может не радовать. Одновременно в Англии, чтобы никому не было скучно, в силу политических решений, уже не скажу какого правительства, там принято менять премьер-министров каждые полгода, не успеваю всех запомнить. У компании EDF в Англии, как я уже говорил, было 3 площадки для строительства. С деньгами было сложно, но как раз перед этим было успешно завершен ввод в эксплуатацию атомной электростанции Тяньшань в Китае. Там особо никто не скрывал и тайны из этого не делал. В основном удалось за счет усилий энергомашиностроителей Китая. То есть уже сработались, уже друг друга знали. Французы предложили, китайцы не отказались профинансировать строительство при условии, что китайские корпорации входят в долевое участие в атомных электростанциях на территории Англии.
торговаться с китайцами дело сложное. Было решено, что строительство Hinkley Point C они просто финансируют. Строительство вот этой электростанции Sizewell идет, ну, грубо говоря, пополам. И 30% акций остается у китайской корпорации. Третья площадка, я что же на скидку не помню, строят просто китайцы. То есть вот ЭДФ таким образом рассчитывается за финансовые услуги. Китай это более чем устраивало, потому что строительство на территории Европы, это значит пройти все согласования не только с государственным регулятором, но и с Евратомом. А это значит лицензия на строительство новых атомных электростанций на территории Европы. Разумеется, китайцев это вполне устраивало, все шло нормально до той поры, пока Англия не начала бороться с влиянием Китая. Сделка была прекращена, китайцы из проекта вышли, в результате строительство идет не на 3 площадках, а на 2. Поскольку у ИДФ нет денег, тарифы на электроэнергию в Англии растут для того, чтобы можно было строить. Почему растет сама смета, ну, мне сказать уже сложно, наверное, потому что просто денег хочется. Если говорить серьезно, то, может быть, дело в действии государственного регулятора Франции. Он мало того, что достаточно жестко не обращает внимания на то, кто руководит Францией, как именно звучит фамилия премьер-министра, президента. Здесь ровно одна заповедь номер 0 для атомной энергетики – полная уверенность в безопасности, поэтому проверяет крайне строго. И если сравнивать с нашим Ростехнадзором, то надо отдать должное, у французов есть собственный НИИ, у государственного регулятора, то есть те проекты атомных электростанций, атомных энергоблоков, которые ЭДФ желает строить, там проверяются досконально. В числе прочего пошли скандалы вокруг всего, что связано со сварными работами, со сварными швами. И есть сильное подозрение, что английский регулятор, насмотревшись на чудеса, которые вытворяют французские машиностроители, могли настоять на том, чтобы корпуса реакторов отливались в Японии. Такой вариант на Фламанвилле сейчас во Франции, и, ну, это, разумеется, несколько удорожает любые работы, потому что, ну, достаточно далеко находится Япония от Англии. Может быть, с этим связано, может быть, еще с чем-то. Почему идут постоянные задержки, сказать, ну, с одной стороны, сложно, с другой стороны, логически совершенно понятно. Так называемая большая атомная пауза, в общем, многие говорят, что возникла она исключительно за счет событий в Чернобыле. Неполная правда, потому что большая пауза началась в США после событий на Три Майл-Айленд. Тогда выброса радиации в атмосферу не произошло, но уже государственный регулятор Соединенных Штатов, проверив, что произошло, в принудительном порядке ввел несколько десятков новых нормативов по безопасности, соответственно, проекты просто подорожали. И поскольку в Соединенных Штатах атомные электростанции все частные, потенциальные инвесторы, посмотрев на то, что стоимость атомного энергоблока выросла в 2 раза буквально за пару лет, решили, что лучше взять паузу. Ну, собственно говоря, приблизительно то же самое произошло и во Франции. Выяснилось, что атомные энергоблоки второго поколения недостаточно отвечают современным требованиям по безопасности. Надо разрабатывать новые проекты, которые заведомо будут дороже. Пока разрабатывали проект, 20 с лишним лет, почти 30 лет, ни одного нового строительства атомного энергоблока во Франции. Людям свойственно стареть, то есть те специалисты, которые во Франции были, это блестящие специалисты, потому что построить 58 реакторов меньше, чем за 2 десятка лет, это действительно молодцы. Люди ушли на пенсию, многие в мир иной. Что касается энергетического машиностроения, если у вас 20 лет нет заказов на это оборудование, разумеется, вы технологическую линию, которая простаивает, просто разберете, переведете станки на другие линии. Люди, которые выпускали оборудование для атомных электростанций, тоже ушли на пенсию и на этих заводах. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Кому действительно интересны чужие атомные проекты Франции, Англии, Китая, пишите в комментариях, с удовольствием расскажу, если это интересно. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.